абсолютно новый и полностью электрический джип Wagoneer S 2024 года – чрезвычайно важная новинка для компании. Wagoneer S не только позиционируется как самый быстрый джип, но и ознаменует дебют джип на мировом рынке электромобилей. Совершенно новый кроссовер изначально будет представлен на рынке США и Канады, но позже он также будет доступен на рынках по всему миру. Таким образом, новый электромобиль станет глобальным игроком. Джип, безусловно, нацелился на Tesla Model Y Performance, однако с начальной ценой почти $72 тысячи в США. Он значительно дороже флагманской Model Y Performance стоимостью $51,5 тысяч, до скидок, что приближает его к базовой Model X стоимостью $78 тысяч. Поэтому Wagoneer S должен будет предложить что-то особенное, чтобы соблазнить покупателей. Чтобы побороться с Tesla, среднеразмерный электрический кроссовер может похвастаться запасом хода более 482 км благодаря высокоэффективному аккумулятору с рабочим напряжением 400 вольт и емкостью 100 кВт-часов. Это преимущество, ведь Model Y Performance может проехать всего 449 км. Зарядка аккумулятора возможна от различных зарядных станций, включая поддержку быстрой зарядки, когда для пополнения емкости аккумулятора в пределах от 20 до 80% потребуется всего 23 минуты. Он предлагает мощность 600 лошадиных сил, молниеносное ускорение до 60 миль или 96 км в час за 3,4 секунды, несмотря на огромную массу 2570 кг. А также очень высокий крутящий момент более 800 ньютон-метра с мгновенными отзывами электропривода. Максимальная скорость составляет 200 км в час. Мощность передается на все 4 колеса, хотя на презентации электрического Wagoneer S о внедорожных способностях речь не шла. Известный бренд внедорожников не разучился покорять бездорожье. И концептуальные, по крайней мере пока, Trailhawk Concept показывает, какими будут будущие внедорожники Jeep. Концепт Trailhawk также на 100% электрический, но его отнесли к суббренду 4XE, который отвечает за настоящие внедорожники Jeep. Если премьерный джип Wagoneer S нацелен на борьбу с Tesla Model Y, то концепт Trailhawk проповедует совсем другие ценности. Например, кроссоверу увеличили дорожный просвет и установили 18-дюймовые составные колеса, обутые в 31,5-дюймовые вездеходные шины, которые созданы не с мыслью о максимальном пробеге на одной зарядке. Джип имеет фирменный рейтинг Trail Rated, что гарантирует владельцам таких версий замечательную проходимость. И чтобы соответствовать ему, концептуальный Trailhawk имеет блокировку заднего моста и специальным режимом Rock Mode в селекторе режимов привода Select-Terrain. Что касается Wagoneer S, то информация о внедорожных способностях не упоминались во время презентации. Вместо этого рассказывали, как режимы привода Select-Terrain с 5 режимами авто, спорт, эко, снег, песок вселяют уверенность в любую погоду, и что передние колеса можно отключить во время движения, чтобы увеличить запас хода. Этот электромобиль способен буксировать прицеп массой до 1,5 тонн, что делает его идеальным для активного отдыха. Компания Jeep утверждает, что не только мощность электромобиля помогает Wagoneer S достичь таких впечатляющих показателей. Кроссовер имеет самый низкий коэффициент аэродинамического сопротивления среди всех когда-либо созданных компанией. Хотя это и несколько низкая планка, учитывая, что Wrangler имеет коэффициент аэродинамического сопротивления 0,45, а Wagoneer S удалось снизить его до 0,29, как у Tesla Model 3. Еще одним инструментом, который Jeep будет использовать в своей борьбе в сегменте электромобилей, являются некоторые эксклюзивные для этого сегмента элементы интерьера, такие как сиденье второго ряда с подогревом и вентиляцией. Многолетнее сотрудничество Jeep с Macintosh Audio продолжается интересным предложением для среднеразмерного внедорожника – аудиосистема из 19 динамиков, управляемая 1200-ваттным усилителем и 12-дюймовым сабвуфером. В салоне установлены 4 экрана, один для приборной панели, 2 на центральной консоли и 1 перед пассажиром. В общей сложности, по словам Jeep, в автомобиле более 45 дюймов экранов, не считая проекционного дисплея и камеры заднего вида. Новейшие сенсорные дисплеи управления интегрированы и взаимодействуют непосредственно с мультимедийной системой Connect 5.
позволяющий переднему пассажиру давать водителю подсказки быстрыми прикосновениями к экрану. Интерьер, включая ковры, изготовлен из переработанных материалов. Прошли времена роскошных интерьеров из коровьей кожи. Вместо нее мы получаем синтетический материал, используемый для сидений, консолей и дверных карт, а также замшевую отделку из микрофибры. В салоне особое внимание привлекают несколько характерных деталей. Например, элегантный руль с винно-красной прострочкой и двойными спицами. Причем в этом случае красота идет рядом с практичностью. Руль обладает новым виниловым антимикробным покрытием CA-Bio, что облегчает поддержку салона в чистоте. Вот еще несколько примеров. Так, систему электронной разблокировки дверцы, являющейся новинкой для бренда Jeep, можно активировать легким прикосновением большого пальца. Далее водителя встречает обновленная кнопка запуска силового агрегата, окруженная литым оцинкованным металлом и украшенная тонким текстурированным узором. В стандартной комплектации автомобиль оборудован камерой кругового обзора, системами помощи водителю, контролем слепых зон, панорамным люком на крыше, сиденьями с электроприводом и подогревом. Между тем, Jeep обещает аутообновление программного обеспечения автомобиля, а Jeep Connect может показывать точки подзарядки и накладывать динамический диапазон пробега на бортовую карту. Компания подчеркнула, использование новых технологий сыграло решающую роль в общей конструкции Wagoneer S. Например, чтобы улучшить впечатление от вождения и управления, уменьшить общий уровень шумов и вибраций, получить тишину в салоне и плавность движения. Команда инженеров бренда Jeep очень существенно повысила жесткость кузова, примерно на 35% по сравнению с предыдущими кроссоверами бренда Jeep аналогичного класса и размеров. Среди прочего, увеличение жесткости кузова также позволило достичь превосходной управляемости и реакции на действия водителя. Wagoneer S длиной 4886 мм, шириной 2123 и высотой 1645 мм предлагает 20-дюймовые глянцевые черные колесные диски. По официальным данным производителя, у Wagoneer S небольшой багажник спереди объемом 85 литров, а за вторым рядом 850 литров грузового отсека и 1727 в сложенном виде, что меньше, чем грузовой отсек Grand Cherokee. Достаточно ли этого Wagoneer S по цене $72 тысячи, чтобы выделиться из толпы? Только время покажет, причем в массовую продажу внедорожник выйдет не завтра, а только осенью 2024 года, тогда же начнутся и глобальные поставки. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале.